Всем привет, друзья! Я рад снова приветствовать вас на нашем канале, на котором мы с вами знакомимся с нашей продукцией и показываем небольшие обучающие ролики по сварке. В прошлых видео мы говорили с вами о марке электродов MR3S, а сегодня рассмотрим марку электродов MR3. Данный электрод предназначен для сварки углеродистых сталей как на переменном токе и на постоянном токе обратной полярности. Сегодня мы с вами рассмотрим самую распространенную проблему – сварка в труднодоступных местах, а точнее сварка углового соединения острого угла. Сегодня мы с вами поварим угловое соединение в нижнем положении, угловое острое соединение в нижнем положении и угловое острое соединение в вертикальном положении. Друзья, проблема сварки острых углов очень актуальна, и она будет очень полезна для начинающих сварщиков. Ну и прежде чем приступить к сварке, давайте откроем пачку и посмотрим на содержимое. Как мы видим, данный электрод промаркирован. Имеет графитовый кончик для легкого возбуждения дуги. Покрытие электрода рутилоцеллюлозное. Как мы видим, штамп стоит напротив марки электродов со всеми характеристиками. Но сейчас мы с вами посмотрим первое угловое соединение в нижнем положении. При этом виде сварки шлаку деваться некуда. Электрод будем держать под очень острым. Ну а сварку вертикального шва будет производить гораздо проще, не затекая за электрод. Но если мы будем держать электрод под таким углом, у нас и шлак будет затекать вперед электрода, и мы не будем видеть ни сварочную ванну, и сварку нам будет вести достаточно некомфортно и тяжело. Поэтому электрод будем держать под очень острым углом. Толщина пластин позволяет выставить ток 120 ампер, и поэтому электрод держим под таким острым углом. Всегда обязательно держим на короткой дуге в сварочной ванне. И все то же самое выполняем в нижнем положении острого углового соединения. Ну а сварку вертикального положения будет производить гораздо проще. Электрод будем держать под таким же острым углом. Вертикальный шов будем варить с отрывом. При этом можно немножечко делать небольшие колебательные движения в сторону, для того, чтобы шлак у нас стекал вниз, а сварочную ванну было видно. Ну все, давайте приступим к сварке и посмотрим на практике. Постоянный ток, обратная полярность, ток 120 ампер. Нижнее острое угловое соединение, ток 120 ампер. Вертикальное положение, ток 120 ампер с отрывом.
Ну вот, заварили мы с вами все три положения. Давайте отобьем шлак и посмотрим. Вот такой вот шов получился. Теперь давайте отобьем нижнее положение углового соединения. Вот такой вот шов получился. Ну а теперь вертикальное положение углового соединения. Вот такой вот шов получился на вертикальном положении. Как мы видим, в острых угловых соединениях шлак отходит с трудом. Ну все, друзья, на этом видео подошло к концу. Хотелось бы вам напомнить, что на официальном сайте проходит конкурс «Творцы сварочного шва». Покажем наши работы в фотографиях. Конкурс проходит с 31 марта по 10 июня. Подробности на нашем официальном сайте. Ну а я с вами не прощаюсь. Пользуйтесь нашей продукцией, присылайте свои фотографии. Всем пока, будьте здоровы!